Роскошный зал «The Ritz-Carlton» сиял хрустальными люстрами, отражавшимися в начищенном до блеска паркете. Тысячи искр играли на гранях хрусталя, создавая атмосферу волшебной сказки. Виктор Августович Суверен, 89-летний магнат строительного бизнеса, привычным жестом поправил платиновый значок на лацкане пиджака от Tom Ford стоимостью 28 тысяч евро. Его седые волосы были идеально уложены, а в карих глазах, несмотря на возраст, все еще светился острый ум. Его компания Sovereign Construction Group, занимающая 65% рынка элитного строительства в стране, только что завершила строительство крупнейшего в Европе торгового центра площадью 450 тысяч квадратных метров, и этот благотворительный вечер должен был стать достойным завершением успешного года. Она появилась словно видение, 28-летняя Алиса Уинтерс, координатор благотворительных проектов. Изумрудное платье от Александр Маркуин за 12 тысяч евро, взятое на прокат, о чем никто не догадывался, идеально подчеркивало ее точеную фигуру 90-60-90, а каштановые локоны, уложенные лучшим стилистом города, струились по обнаженным плечам. Но главное — глаза. Темно-зеленые, как морская пучина, они, казалось, хранили какую-то древнюю тайну. На самом деле это были линзы, тщательно подобранные для усиления эффекта, ее настоящие глаза были обычного карего цвета. Какой же он старый, но такой мощный, пронеслось в голове Алисы, когда она подошла ближе, ее сердце заколотилось от волнения. «Виктор Августович, позвольте выразить восхищение вашей щедростью». Ее голос звучал как дорогой шелк, мягко обволакивая сознание. 5 миллионов на новый корпус детского дома — это поступок настоящего мецената. Алиса говорила о детях с таким теплом и страстью, что Суверен невольно залюбовался румянцем на ее щеках. Он не мог знать, что каждый ее жест, каждая интонация были отрепетированы перед зеркалом десятки раз. За показной искренностью скрывался холодный расчет женщины, которая с 15 лет поняла, ее красота — это билет в лучшую жизнь. 2 недели спустя после благотворительного вечера Алиса действовала по отработанной схеме. Якобы случайные встречи в любимом ресторане Суверена, деликатные комплименты его проницательности, восхищенные взгляды во время светских разговоров. Она тщательно изучила его привычки. В 12 часов 30 минут он всегда обедал в Ле Бернардин, по четвергам посещал концерты классической музыки в оперном театре, а по выходным гулял в Центральном парке. «Виктор Августович, какое удивительное совпадение! Вы тоже любите Чайковского?» Ее глаза светились неподдельным, как казалось, интересом, когда она, случайно, столкнулась с ним в оперном театре. Каждый ее наряд был тщательно подобран, никаких вульгарных декольте или вызывающих мини. Только элегантные костюмы от премиальных брендов, взятые на прокат, создающие образ успешной, но скромной девушки. Она знала, Суверен презирал показную роскошь. На благотворительном ужине в поддержку детского хосписа Алиса блистала в скромном черном платье от Каролина Эррера. Ее речь о важности поддержки тяжелобольных детей заставила прослезиться половину зала. Суверен смотрел на нее, не отрывая глаз, а она мысленно подсчитывала стоимость его запонок от Cartier. «Старый дурак», — думала она, улыбаясь ему с притворной нежностью, — «еще месяц, и ты будешь есть у меня с руки». Михаил и Елена, дети Суверена, сразу заподозрили неладное. Они пытались открыть отцу глаза, наняли частных детективов, но те не нашли ничего компрометирующего. Алиса была слишком умна, чтобы оставлять следы. Ее прошлое было безупречно очищено, диплом престижного вуза, работа в благотворительных фондах, безупречная репутация. «Я не позволю какой-то авантюристке охотиться на отца», — кипятилась Елена на семейном совете. Но ее слова только раззадорили Суверена. В свои 89 он впервые за долгие годы почувствовал вкус к жизни, и это чувство пьянило его сильнее, чем коллекционный коньяк из его погреба. Подготовка к свадьбе превратилась в настоящий спектакль.
Алиса разыграла его безупречно. Никакого пафоса, никакой показной роскоши. Только близкие друзья и родные, половину из которых составляли подставные лица, профессиональные актеры, нанятые ею для массовки. Церемония проходила в историческом особняке на 5-й авеню. Алиса выбрала скромное платье от Вера Вонг за $45 тысяч, которое выглядело почти простым на первый взгляд. Ее отец, актер из провинциального театра, со слезами на глазах вел ее к алтарю, а лучшая подруга, профессиональная мошенница со стажем, трогательно всхлипывала в первом ряду. «Милый, какой нам нужен брачный контракт? Разве любовь можно измерить деньгами?» — шептала она, прижимаясь к суверену во время очередного разговора с юристами. «Мне больно от того, что ты мне не доверяешь». Ее случайные истерики всегда происходили в присутствии свидетелей. Она умело создавала образ оскорбленной невинности, заставляя суверена чувствовать себя виноватым за любые сомнения. На Мальдивах началась первая фаза ее плана. Пока суверен отдыхал в номере, жалуясь на акклиматизацию, Алиса проводила время с Маркусом, инструктором по дайвингу, который был не просто ее любовником, а ключевой фигурой в плане по отъему имущества. «Еще немного, любимый», — шептала она Маркусу, лежа на белоснежном пляже. «Скоро у нас будет все — деньги, власть, свобода. Нужно только подождать». Каждый ее поцелуй с сувереном был пропитан ядом лжи, каждое прикосновение — расчетом, каждая улыбка — предвкушением близкой победы. 6 месяцев после свадьбы. Алиса начала с малого. Сначала она уволила Агнес Питерсон, экономку, прослужившую в доме суверена 30 лет. «Милый, она постоянно забывает твои лекарства. В ее возрасте это неудивительно, но твое здоровье для меня важнее всего», — мурлыкала Алиса, уже имея на примете надежного человека. Затем настала очередь охраны. «Они смотрят на меня, как на воровку. Я не могу так жить», — рыдала она, умело манипулируя чувствами мужа. Новая охрана состояла из людей Маркуса, теперь живущего в городе под видом бизнес-консультанта. В огромном особняке в Беверли-Хиллз, где раньше царила атмосфера уюта и тепла, появилась гнетущая атмосфера подозрительности и страха. Новая прислуга следила за каждым шагом суверена, докладывая Алисе о малейших изменениях в его поведении. Начались странности с документами. Важные бумаги исчезали и появлялись с измененными пунктами. Суверен все чаще ловил себя на том, что не помнит, когда и что подписывал. Алиса умело использовала его моменты слабости, подсовывая на подпись документы о переоформлении активов. «Дорогой, это просто формальность для налоговой. Ты же мне доверяешь», — говорила она, ловко манипулируя его сознанием, затуманенным таблетками, которые она добавляла в его вечерний чай. Его здоровье становилось все хуже. Приступы головокружения, провалы в памяти, необъяснимая слабость. Купленные врачи только качали головами. Возрастные изменения, ничего удивительного. Сколько еще этот старик протянет? Раздраженно думала Алиса, глядя, как муж засыпает в своем кабинете. Она уже планировала следующий этап операции, но не подозревала, что за ней самой тоже следят. 11 месяцев после свадьбы. Мэри Стивенс, бывшая горничная, случайно оказалась свидетельницей странной сцены. Поздно вечером из ворот особняка выехал грузовик с логотипом службы доставки. Она узнала антикварный буфет красного дерева, который раньше стоял в малой гостиной, предмет особой гордости суверена, купленный им на аукционе Сотбис за 2 миллиона евро. Интуиция не подвела старую горничную. Выследив грузовик, она обнаружила подпольный антикварный салон на окраине города. Там, среди других редких предметов, красовалась мебель из особняка суверена, выставленная на продажу по заниженным ценам. Расследование, начатое детективами по заказу детей суверена, раскрыло чудовищную картину.
Алиса создала целую сеть подставных фирм, через которые отмывались деньги от продажи имущества мужа. Часть средств уходила на тайные счета в офшорах, другая часть конвертировалась в криптовалюту. Господи, да она же его планомерно убивает. Воскликнула Елена, когда токсикологическая экспертиза выявила в организме отца следы мышьяка. Нужно действовать немедленно. Проверка телефона Алисы, тайно проведенная специалистами, открыла шокирующую переписку с Маркусом. «Малыш, осталось совсем немного. Врачи говорят, при таких дозах он не протянет больше месяца. Готовь яхту, скоро мы будем только вдвоем, и все его миллиарды будут нашими». В особняке нашли потайной сейф, где хранились паспорта на чужие имена, несколько флаконов с ядом и подробные инструкции по подделке подписей. Алиса готовилась к побегу, но не успела реализовать свой план. 1 год после свадьбы. Операция по задержанию Алисы напоминала сцену из остросюжетного фильма. Когда она приехала на встречу с подпольным антикваром, чтобы обсудить продажу коллекции редких икон XVIII века, ее уже ждала группа захвата. В зале суда Алиса держалась с поразительным хладнокровием. Ее дизайнерский костюм цвета слоновой кости стоимостью 15 тысяч евро, последняя покупка на украденные деньги, подчеркивал бледность лица. Она сменила свои фирменные зеленые линзы на обычные очки в тонкой оправе, пытаясь создать образ интеллигентной женщины, ставшей жертвой обстоятельств. Доказательства были неопровержимы: банковские выписки, перехваченные сообщения, показания свидетелей, результаты токсикологической экспертизы. Список преступлений удивил даже видавших виды следователей: покушение на убийство, мошенничество в особо крупных размерах, подделка документов, отмывание денег. Подсудимая Уинтерс. Вы признаете свою вину. Голос судьи эхом разносился по залу. Это все ложь. Я любила его. Меня подставили. Ее крик прозвучал фальшиво даже для нее самой. Приговор был суров: 15 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Но главным ударом для Алисы стало то, что она не получила ни копейки. Все активы удалось вернуть законным владельцам благодаря кропотливой работе следователей и юристов. Маркуса задержали при попытке покинуть страну. В его ноутбуке нашли детальный план убийства суверена и схемы вывода денег через офшоры. Он получил 12 лет как соучастник. Виктор Августович, пройдя курс лечения, прожил еще 5 насыщенных лет. Он основал фонд помощи пожилым людям, ставшим жертвами мошенников, и написал книгу «Любовь не продается», ставшую бестселлером. «Я благодарен Алисе», — говорил он в своем последнем интервью. «Она научила меня ценить искреннюю любовь моих детей и внуков. Иногда горький урок становится самым важным в жизни».